Добрый день! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Качественный сервис, широчайший ассортимент запчастей, гарантия и быстрая доставка. И мы продолжаем обрабатывать ваши комментарии. И сегодня, прямо сейчас, мы разберем корейский 2.0 CRDI. Итак, встречаем 2.0 CRDI с пробегом 185 тысяч километров, снятый с Hyundai Santa Fe 2003 года из Шотландии. Данный мотор специально приехал к нам на разборку, и у него есть проблемы. И эти проблемы ярко проиллюстрируют все вопросы, которые возникают по моторам данного поколения. Данный мотор работал нормально, то есть развивал обороты, не дымил из маслозаливной горловины, но сизый дымок виднелся из выхлопной трубы и были слышны шумы в его работе. Будем разбирать и разбираться. Мы подозреваем залегание поршневых колец, либо же разрушение одного из поршней. Мы разбираем базовую версию двигателя с турбиной с перепускным клапаном, топливной системой Common Rail от Bosch и ТНВД CP1. О надежности этого мотора много противоречивой информации. Некоторые моторы спокойно ходят и по 400 тысяч километров, а некоторые отправляются на капиталку и при 150. В основном это происходит из-за некачественного обслуживания и топлива. Вот это базовая турбина с нашего мотора, она с перепускным клапаном. Здесь мы видим небольшое запотевание, но это никак не влияет на общее состояние турбины. Люфта нет вообще никакого, турбина сухая, и это значит, что она в отличном состоянии. Смотрите, как интересно здесь устроена система EGR. То есть клапан EGR забирает выхлопные газы из коллектора и гонит их по вот этой трубке в отдельный канал. И вот этот канал проходит прямо через блок цилиндров и выходит вот так вот, попадая во впускной коллектор. Топливная система капризная, она очень требовательная к качеству топлива. Изношенные форсунки начинают сливать топливо в обратку, и из-за этого двигатель плохо заводится. И достаточно только одной неработающей форсунки для того, чтобы двигатель очень плохо работал. А вот если форсунка начинает распылять топливо неправильно, либо впрыскивать топливо рано, то можно попасть на капитальный ремонт двигателя. Из-за неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре разрушается поршень. В общем, форсунки на моторе 2.0 CRDI требуют пристального внимания и профилактической проверки на стенде. Отдельные хлопоты доставляет регулятор давления топлива и датчик давления топлива. При неисправности регулятора двигатель глохнет при разгоне, неуверенно заводится, а при неисправности датчика давления топлива не набирает обороты. Итак, встречаем газораспределительный механизм. Один распредвал, 16 клапанов, зубчатый ремень. С зубчатым ремнем приводится в движение помпа. Помпа имеет свойство заклинивать, что приводит к обрыву ремня и что, соответственно, приводит к столкновению поршней и клапанов. Как и во многих дизелях, здесь существует проблема прогорания огнеупорных шайб, что приводит к закоксовыванию гнезд форсунок и пространства в ГБЦ. И как мы видим конкретно в данном моторе, такая проблема отсутствует. Базовая 112-сильная версия нашего мотора лишена маслоуловителя системы вентиляции картерных газов. Вместо этого в клапанной крышке стоит маслоотделительная пластина. Из-за такого откровенно примитивного решения много масляных паров, особенно при загрязнении клапанной крышки, просто улетают во впуск и сгорают в цилиндрах. И это одна из причин откровенного масложора этого двигателя. Поэтому периодически требуется чистить вот эту пластину.
Многие на форумах спрашивают, как это один распредвал на 16 клапанов. Просто. Кулачок распредвала давит на роликовый рычаг давит на пластину, которая давит на пару клапанов. Здесь стоят гидрокомпенсаторы, которые не очень долговечные. При выходе из строя гидрокомпенсатора рокер может лечь на бок, что приведет к очень неприятным поломкам. Теперь по состоянию распредвала. Вот пальцем мы выработки не ощущаем, но если смотреть на глаз, то мы видим небольшие потертости, которые никак не влияют на работу. Еще одна особенность этого мотора – свечи накаливания. Они здесь не вечные, их надо менять раз в 3 года. По цилиндрам все хорошо. Хон присутствует, задир отсутствует, но есть небольшая потертость в верхней части цилиндров. И что не порадовало, это каналы системы охлаждения. Непонятно, что сюда заливали, потому что они все ржавые. В поддоне все на первый взгляд красиво, но если присмотреться, настораживают сгустки. И это не стружка, это именно сгустки обгоревшего масла. Корейцы позаботились о комфорте и встроили модуль балансировочных валов. Благодаря ним езда намного комфортнее. По поршням. С виду поршни не изношенные, но на 2 поршнях залегли маслосъемные кольца. То есть они закоксованные. Если маслосъемное кольцо залегло или закоксовано, оно не снимает масло со стенок цилиндров. И оно сгорает. И очень вероятно, что это и есть причина того самого сизого дымка из выхлопной системы. Также у нас есть подозрение, что компрессионные кольца изношены. Мы сняли кольца с одного из поршней и увидели в канавках то самое подгоревшее масло. И кроме того, на верхних вкладышах критический износ, практически до меди. Ну и по логике, если у нас изношенные вкладыши на шатунах, то и шатунные шейки также будут не в лучшем состоянии. Так оно и получается. То есть шатунные шейки у нас с износом, коренные выглядят очень даже хорошо. Разборка закончена, и мы четко видим, что этот мотор пострадал от несвоевременной замены масла. То есть мы видим, что залегли маслосъемные кольца, пострадали компрессионные кольца, также пострадали шатунные вкладыши и также пострадал коленвал. Сделаем вывод, что меняйте масло чаще. И напоминаем, что мы изначально знали диагноз этого мотора еще на разборке. И мы решили его использовать в качестве учебного пособия, чтобы показать все косяки, проблемы, а также достоинства этого мотора. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео, заходите на наш сайт, заходите на наши соцсети, покупайте у нас только хорошие запчасти, пишите в комментариях, какие моторы нам еще разобрать, следите за нашим мегапроектом с BMW и помните, с вами была компания автостронг.